Простите, я должен привести такой пример, хотя в основном здесь сидят люди молодые, но ведь вы будущие психологи, и поэтому разговариваем мы с вами все-таки уже и как со взрослыми. И тогда тот же Роджерс или Перлс приведут нам такой пример. Какой-то человек, ну, простите, имеет такую особенность. Вот у него все хорошо, но он считает, что у кого-то другого все плохо. Ну, например, он идет по улице, и ему неприятно видеть каких-то людей. Вот, например, кто-то много курит. Я взял маленькую соринку. Перлс начинает свою работу с того: я всю жизнь курил. Если кто-нибудь из вас когда-нибудь заинтересуется смыслом этого симптома, в том числе я не знаю как, просто это неуместно в лекциях. Ну и любой, наверное, из ваших семинарских преподавателей будет готов к ответу на этот вопрос. Это многозначный симптом, если начать в нем разбираться, как в процессе. Но неважно, что-то, ну или не знаю, вот какой-то человек неопрятно одет, он там на улице вот сидит, денег просит. Мне он неприятен, я пройду мимо него и вот скажу: не работает, там бродяга какой-то и так далее. Роджерс и одновременно Перлс спокойно говорят при этом взрослому человеку: чья эмоция? Вы испытали эмоцию, например, эмоцию раздражения, эмоцию, ну не знаю, чувство отвращения. Чья это эмоция? Ответ: это ваша эмоция. И довольно жестокий вывод, значит, это ваша проблема. У того, кто вам не понравился, простите, у него свои проблемы. А ваши проблемы уже обнаружены. И вот тот неприятный какой-то персонаж, такой сорный, мерзостный персонаж, будь у нас больше времени, я привел бы, простите, немножко интригую вас, я привел бы вам цитату из Гоголя, как Николай Васильевич Гоголь в XIX веке писал одной аристократке, даме: не бойтесь мерзости. Он говорит: я понял лучше себя, скажем, с пафосом, я понял, что такое подлинная любовь к Богу. Я понял заботы России, когда я стал без страха смотреть. Это его гоголевское словечко, а не мое. Я его только повторяю: когда я без страха стал смотреть на мерзости. Вот тому же, простите, учат как Роджерс, так и Перлс.